Я уже переоделась, волосы убрала. Достаю закваску из холодильника. Вот она у меня в банке. Она должна немножко согреться. Сейчас я сяду, расскажу, как вообще она у меня появилась. Это закваска. Что это? Это меню нашего ресторана. Так, встаешь утром, хочу кофе. Дети тебе делают за 17 гривен. Ты сделаешь? Что, где в нашем ресторане все? Персонал уехал к бабушке и дедушке. Оставил только меню. Итак, закваска. Я же, конечно, ее не придумала. Я так же, как и вы, вот это в интернете смотрела кучу видео. Сколько раз я пыталась ее вывести, у меня там не получалось, я ее выбрасывала. И вроде бы все просто. Что здесь? Вода, мука. Все. Почему она не получается? Она вот когда захочет получиться, тогда она получается. Я думаю, и эти рассказывали тоже там в интернете, девочки, которые делали. Она вас должна выбрать. Только тогда она получится. Мне кажется, она меня уже выбрала. Раз у меня такой хлеб получился. В равных пропорциях смешивается вода и мука. Мука важно, чтобы была цельнозерновая в закваске. Потом хлеб может быть на белой муке, может быть еще на любой муке, может быть на перетертых семенах. Уже рецептов куча в интернете на самом деле. Я сейчас не учу вас, как делать. Возможно, у меня не самый там правильный рецепт. У меня получилось, мне нравится, я с вами делюсь. Покажу свою муку. Опять же, я не говорю, что она самая качественная, самая прям классная. Ну, мы покупаем такую. Чем больше содержания белка, тем лучше и вкуснее, ну, как вкуснее, в общем, правильнее получится этот хлеб. Здесь белок 11,5. На самом деле лучше с 13 и выше. Но даже, вы увидите, даже при таком белке все получается. Вот я ее достала, она чуть-чуть согрелась и уже начала бульбашки побольше пускать. Сейчас вот мы замесили 30 грамм муки, 30 грамм воды. Этот процесс я не показываю, потому что она у меня уже есть. Я сейчас просто расскажу, как это делается, а что с этой будем делать я вам покажу. Замешали до однородной консистенции, накрыли марлечкой, отложили в сторону. Не в холодильник, не в духовку, не в подогретую, там просто комнатная температура. Дальше все зависит, конечно, от времени года. Зимой это дольше происходит. Там свои процессы не вникала, что там за ферментация и так далее. Много умных слов я не запоминала. Ровно проходит сутки. Вы это не трогаете все время. Сутки оно себе лежит, накрытое марлечкой. Через сутки вы достаете эту штуку. Добавляете туда ложку воды столовую, ложку муки столовую. Обратно замешиваете то же самое. В общем, этот процесс повторяется до тех пор, пока она не будет готова. У нее будет меняться запах, у нее будет меняться вид. Все нормально, пока она не... Если вот она у вас воняет прям чем-то кислым, прокисшим, плесенью, я не знаю, чем она еще может вонять. Было очень много комментариев таких запахов. Я и не знаю, что там они предлагали, как она воняет. Но у нормальной здоровой закваски приятный, слегка с кислинкой запах. Время, вот этот процесс, мне занял до 7 дней, что-то 5, может 6 дней. Но я ее начинала, было достаточно еще жарко. В общем, говорят, от 7 до 10 дней и закваска готова. Как проверять, готова она или нет? Наливаете воду в емкость и небольшую ложечку закваски, там на кончике даже ложечку,
там, просто чуть-чуть. Опускаете в воду. Она, когда готова, она всплывает. Я вам покажу этот процесс. Сейчас я ее замешаю. Я позавчера, да, я пекла хлеб? Позавчера. Он же ночью лежал в холодильнике, да. Позавчера я замесила, значит, эту закваску. Я уже по-всякому пробовала. Вроде как по правилам надо, чтобы замешала закваску. Она начала работать. Мне помогает, настраивает. Она начала работать, и только когда вы видите уже, что работа пошла, вот эти вот все пузырьки появились, тогда в холодильник. Ну, я была бы не я, если бы не сделала все по-своему. У меня не было времени, не помню, что тогда было. В общем, я ее замешала и сразу же положила в холодильник. Она там все равно работает, просто медленнее. Она все равно пузырится, увеличивается, все процессы. В любом случае, это живая закваска. Она всегда растет, всегда в движении. Она у вас всегда будет. Бывает, там, пропустила, забыла про нее, короче, не знаю, там, на 3 сутки, на 5, на 7 забыла. Ее, не спешите ее выбрасывать. Даже если запах уже немножечко такой не совсем здоровый вам кажется. Вы тогда большую часть выливаете, а маленькую ложечку, вот, допустим, столовую ложечку, вы откладываете и начинаете заново. Столовую ложку воды, столовую ложку муки, столовую ложку закваски. Замешали, отложили. Еще раз замешали. Она себя сама реорганизует, или что она там делает, сама себя, в общем, излечивает. Поэтому... А я, кстати, я ее вот позавчера в холодильник, я ее не подкармливала, ничего. Наверное, она меня уже приняла, что я своя, вы так не делаете. Ее надо раз в сутки подкармливать по правилам. Но все нормально, она работает. В общем, вы когда научитесь, когда вы почувствуете, у меня было очень много всего с этой закваской, но когда вы почувствуете, не знаю, оно реально уже на каких-то внутренних ощущениях. Вот забыла, не подкормила, поспела, понюхала, работает там. Ой, прости, дорогой. Так, берем и начинаем делать. Сейчас я достану, мука есть, вода. Это емкость. Может мне сюда ставить, так лучше будет светлее видно. Все мы тоже по пропорциям делаем. Сейчас я какую-то емкость достану. Значит, смотрите, я достала ее. Всю я использовать не буду, оставлю какие-то там, типа тоже столовые ложки, 50 грамм, не знаю. Возьму, даже не так, возьму я из этого 100 грамм закваски. Я думаю, мне то ли будет же. 100 грамм закваски. Что у меня останется? Угу. Реально столовая ложка останется. Ничего, сейчас я ее... «100 грамм закваски. Дальше вы знаете, вы уже у меня умные. 100 грамм муки и 100 грамм воды. Она сейчас холодная, она пока еще не работает. Как обычно бывает. Сейчас не добирает, вам бах в конце и перебрала, да? Вода не из крана, конечно, обычную питьевую вашу воду, как вы там
привозите, есть у вас кран с питьевой водой или как. В общем, но не кипяченую. Вода должна быть такая же живая, как эта закваска. С водой я перебрала чуть-чуть. Ну ладно, добавим. Видите, не выбросила, если на пару грамм я чуть больше чего-то там насыпала. Она мне это простит. Я же своя уже. Замешиваем. Неважно в какую сторону. Это хорошо, когда вы все-таки находитесь дома. Этот процесс несложный, но он реально занимает, то есть требует вашего присутствия. Это девушка, которая постоянно на работе, которая там занята, у нее не будет времени, возможности, в смысле, не будет наблюдать за этим процессом и вовремя менять то, что нужно менять. Поэтому это вот все-таки для тех, кто на удаленке работает или домохозяйка. Ну, про полезность без дрожжевого хлеба я вам не рассказываю. Вы, я думаю, если вы это смотрите, вы и так знаете. Начитались, наслушались, насмотрелись, насколько это полезно. Но я не говорю, что мы вообще никак дрожжи не едим. Стараюсь, конечно, но есть такое неполезное блюдо, как эти пончики, донатсы, как их называют. Я их делаю дома, и они на дрожжах, потому что я пробовала на закваске делать, ничего не получилось. Поэтому все-таки... Что, совсем, что ли, уже чистый организм будет? Мы еще немножко дрожжи едим, очень редко, но едим. Так, дальше процесс. Накрываем тряпочкой, масличкой. Еще у меня специальные тряпки для хлеба. Я же профессионал уже. Накрыла и все, отложила. У меня здесь есть волшебное место. Ну, мне просто здесь не мешает, я лично там работаю, поэтому вот здесь оно у меня и лежит. А с этим, сейчас я отмеряю, обратно я ее заправлю и подкормлю, там, я не знаю, как еще. Где бы нам отмерить ее? Ну, в такой же давайте. И в холодильник для следующего раза, для следующего хлеба. Это будет, наверное, завтра, послезавтра. Учитывая, как мы много едим хлеб. Вообще, живи себе в селе, имей корову, пеки хлеб и все, и ты на высоте. О, 30 грамм, прям супер. И, конечно же, 30 воды, 30 муки. То есть 60. 67. Ну, там было больше, там было не 30. Я так быстро уже помыла. Не надо было так спешить. Замешиваем. Так, интенсивненько я ей даю воздуха. Недолго, но достаточно интенсивно, когда взбиваю. Вот она такая уже однородная, без комочков. Но то, что мелкие комочки есть, это же потому, что цельнозерновая мука, она не будет прям. То есть вот это уже все. Взбили, обогатили кислородом. Все. Сейчас я сполосну эту баночку, сюда же заправлю все это, накрою обратно. Даже вот можно просто крышечкой. Прям у
некоторых профессионалов, специальные баночки, там тоже стеклянная крышечка, все это герметично. У других там, когда на расстойке, на формовку делают в специальных таких, ну, приблизительно таких корзинах, специальные тряпочки, накладочки. Но я думаю, у меня это со временем появится. Пока что у меня все по-простому, все, что под рукой, я использую. Ну, хлеб от этого не хуже, поэтому пока что так. Но вообще мне нравятся их все приспособления, которые имейте в виду. Я люблю красивый быт. Все. В баночку и в холодильник. Но я же говорю, как бы по правилам, вот сейчас ее надо тоже отложить ну, просто в сторону отложить, там накрыть, дождаться, когда она начнет работать, и тогда уже положить в холодильник. Ну, как мы проверили, работает и без этого. В холодильник. Так, что дальше делаем? Эта закваска у нас... Сейчас нас это интересует, закваска. То есть мы на этой будем печь сейчас хлеб. Мы просто занимаемся своими делами, конкретно убираем, сейчас мы начнем убирать, и наблюдаем, постоянно подходим, и я буду вам показывать весь этот процесс, как она меняется, какая она, когда уже готова. Мы будем проверять таким способом с водой. И дальше все процессы проходить вместе. Всем привет, ребят! Продолжаем эпопею с хлебом. Сегодня воскресенье. То есть мы вчера снимали, как я делала закваску. Все пошло не по плану. Мы немножечко поздно начали. Если, когда вы будете делать хлеб, вы начинаете прям с самого утра, чтобы вот первый раз у вас весь процесс закончился до вечера. Ну вот как раз мы с вами экспериментируем. У меня еще так долго она не росла, 0 градусов за окном, поэтому как-то, наверное, сказывается. И в доме так попрохладней. Мне кажется, поэтому она так долго подходила. Вчера в 12 часов мы с вами дня сделали эту закваску. Я ее ждала. Там проверяла в 2, по-моему, во сколько мы там проверяли, там в 4, в 6, она все еще не была готова, она недостаточно пузырилась, недостаточно. Я понимала, что я уже весь процесс не закончу, поэтому я ее закутала пищевой пленкой, закрыла и отправила в холодильник. Заодно и я посмотрю, что с этого выйдет, и вы увидите. Вроде по историям нормально будет все. Утром, сегодня уже воскресенье, я 8 часов вытянула ее с холодильника, сейчас 10:25. Смотрите, уже сколько пузырьков, какая она вся прям активная. Ага. И вот именно вот эта часть, вот тут вот все точечки, все пузырьки. Предлагаю вам вот этот эксперимент с водой, который нам покажет, готова ли она уже. То есть небольшой кусочек закваски отщипываем, бросаем в воду, обычная просто вода. И если она всплывает на поверхности, то уже готова. Вот видите, она всплыла. То есть можно замешивать уже хлеб. Когда она не готова, она падает на дно. То есть сейчас в ней достаточно воздуха, она достаточно легкая, поэтому мы начинаем. Все, это я убираю. Здесь у меня подготовлена мука, обычная мука, по рецепту, на 200 грамм закваски. Сейчас мы отмеряем с вами 200 грамм, я не знаю, сколько здесь. Ну, 200 точно будет. На 200 грамм закваски нам нужно 900 грамм обычной муки, если вы делаете белый хлеб,
и 100 грамм цельнозерновой муки, той же, с которой мы вот замешивали вчера закваску. Здесь вот первая ситуация, с которой я столкнулась, и вот у меня все-таки не получался хлеб. Все, многое зависит от вашей муки. Мне вот для моей муки, у меня целый мешок там на балконе куплен, именно для этой муки, с которой я работаю, мне все-таки уже методом проб и ошибок я выяснила, что на 100 грамм моей муки надо больше. То есть я ложу килограмм своей муки плюс 100 грамм цельнозерновой. Еще здесь столовая ложка соли и 700 миллилитров обычной воды. Не кипяченой, не с крана, просто питьевой обычной воды. Не теплой, не подогретой, обычной воды. Потом мой помощник готов к труду и обороне. Где мои весы? Сейчас мы отмеряем закваску. Я выливаю сначала воду. Включаю весы. Отмеряю 200 грамм закваски. Если 215 вдруг упадет у вас в чашу, ничего страшного, выльется. Смотрите, как она всплывает на поверхности. Плавает на поверхности. Так, 190. Вот так. Ну вот как раз 218. Ничего страшного, 218, 218. Эту мы можем обратно замесить и опять сделать, чтобы у нас было. Но вы помните, у меня вчера уже там есть. Так, все. Немножко размешаю это, чтобы объединить. И буду высыпать туда муку. Комбайн тихонечко замешивает все. Сейчас вот это немножко объединю, эти два вида муки вместе с солью. В общем-то, не обязательно, не каждый раз это делаем. И потихонечку буду высыпать муку, комбайн замешивает. Никакой олии, никакого сахара, мы ничего не добавляем. Труднее ему стало. Рычит. Какой режим? Я сейчас такая любимая емкость для хлеба. Я сейчас ее сполосну и покажу, что мы дальше делаем. Затем берем емкость, в которую будем пересыпать наш хлеб, наше тесто. Выливаем немного масла. Распределяем по стенкам. Ну, хорошо. Руку вымазываем олией, потому что сейчас все это будет, на данном этапе оно все липнет. Прям. Вообще это тесто жидкое, это не тот хлеб, который, как все пишут, добавляем муку, пока перестанет липнуть к рукам. Здесь мы так тесто не забиваем мукой. Выливаем все тесто сюда. Теперь немножко тут вот так формируем, чтобы это было красиво.
Все, моем руки, накрываем это полотенце и ну, не в теплое, а просто откладываем в сторону. Я положу это в духовку просто потому, что там нет сквозняков, все закрыто. Накрываем и откладываем. Через час мы вернемся. Час уже прошел. Открываем, достаем хлеб. Пока еще тесто. Особых изменений на этом этапе мы не видим. Затем у нас процессы повторяются. Вот час полежал хлеб, и мы делаем таким образом. Мы берем часть, оттягиваем, складываем. Оттягиваем, складываем. Оттягиваем, складываем. Оттягиваем, складываем. Прошлись по кругу. Все, обратно укрываем и в духовку. Еще на час. Вот таких процессов от 4 до 6. Ну, будете видеть, как меняется структура хлеба. Появляются крупные пузыри. Проделаем вот такие манипуляции. Ну, пока давайте 4 раза. Это был первый раз. Еще 3 раза. То есть еще 3 часа. То есть час прошел, мы опять достаем, делаем все это, отставляем на следующий час. Обратно достаем, то же самое делаем, отставляем на час. Я все эти процессы не буду показывать, чтобы не делать видео каким-то бесконечным. Покажу конечный результат и что мы делаем потом. Друзья, продолжаем видео про хлеб. Мы достали хлеб, вот он уже прям наполнил всю емкость, вот у него пузырьки вот такие есть, он такой прям живой, дрожит. Следующий этап у нас уже формовка теста, теста. Мы готовим 3 емкости, небольшие такие, мы разделим тесто на 3 части. И вот для каждой части мы готовим эти все емкости, укладываем. Ну, вы себе приготовите какие-то полотенечко для хлеба. Оно у вас будет только для хлеба, если вы будете заниматься. Присыпаем эти емкости мукой. Обильно так хорошо. Это мы все потом отправим на ночь в холодильник, поэтому так обильно мы мукой присыпаем. Оно будет стоять, а потом и благодаря этому у нас получится корочка хрустящая. Рекомендуется здесь, я обычной мукой высшего гатунку, первый сорт, обычной мукой присыпаю. Рекомендуется какой-то цельнозерновой или кукурузной или что-нибудь, что потом придаст хлебу хруст такой. Так, все, откладываем их недалеко, прям рядышком. И присыпаем поверхность мукой. Выкладываем тесто на поверхность. Берем какой-то вот такой прибор. Делим визуально тесто на 3 части.
Вот этот этап не сразу у всех получается. Оно все липнет, мы психуем, но все в порядке. Это тоже поддастся потом вам, и этот этап вам поддастся. Растягиваем вот так вот тесто. Следим, чтобы к рукам не прилипало. Складываем в конвертик. Вот так. Потом вот таким образом закручиваем. И здесь уже вот такими круговыми чуть-чуть движениями формируем нашу будущую булочку теста. Снимаем видео. Все. И укладываем тесто. Раскладываем его в емкости. Проделываем такие манипуляции с каждым кусочком теста. И последний кусочек. Все. Затем чуть-чуть присыпаем мукой верхнюю часть. Закутываем и отправляем в холодильник на ночь. Это тесто может ночь в холодильнике простоять, 2 ночи и 3 ночи. С ним ничего не происходит. Ну, верхний диапазон я еще не измеряла, сколько ночей оно может. Но то, что больше 1 ночи с ним ничего не происходит, это точно. Проверено. Вернемся к вам с этим тестом завтра и будем уже выпекать наш хлеб. До встречи. Всем привет! Продолжаем наше видео про хлеб. Уже утро следующего дня. Мы вчера сформировали булочки свои, положили. Вчера мы положили в холодильник наш хлеб. Сегодня мы будем его выпекать. Начнем. Очень важно разогреть духовку, минимум 15 минут. Можете не задавать вопрос, почему так долго, я не знаю. Я сначала не разогревала, и до тех пор мне не очень получался. Не тот хлеб получался, как я хотела. Поэтому будем слушать профессионалов. Сказали минимум 15-20 минут, разогреваем 15-20 минут, доверяем профессионалам. Это я сейчас не о себе, я тоже учусь как делаю. Покажу
свою посуду, в которой я буду выпекать хлеб. Важно, чтобы она была чугунная. У меня вот есть две такие, одно больше как кастрюлька, другое как сковородка. Вот это чугун, да, ну прям по весу понятно. Это нет, эту давно мне покупала, мне дарила мама. Я не помню, что это за материал, но он работает так же, как чугун. Поэтому я хлеб выкладываю сюда, этим я накрываю, потому что здесь у меня крышка была, которую тоже можно ставить в духовку. Стекло, там огнеупорное, все дела, но я благополучно ее разбила, потому что мне этот хлеб, он достался по полукровку. Было очень много потерь. Поэтому сейчас у меня это вот так. И работает это супер. Духовка, она у меня уже включена. Я сегодня вот детей отправила в школу и готовилась пирог. Поэтому сюда отправляю. Посуда должна быть так же разогрета, как и духовка. Подогрев, конвекция. У меня в духовке всего 275 градусов. Я ставлю на 250. Но не будем уж прям на все катушки разогревать. Все, вернусь к вам, когда разогреется духовка. Девочки, движемся к концу. Я достала хлеб из холодильника, тесто, подготовила бумагу пергаментную, выкладываю это тесто на бумагу. У меня вот такой инструмент, это обычное лезвие, я его надела на зубочистку. Они продаются, более фирменные в продаже, но работают они одинаково. Я делаю узор на заготовке. Это полет фантазии. Что придумаете? Эти надрезы потом будут очень красиво смотреться. Все, достаем очень аккуратно нашу сковородку. Ах, аж пахнет таким раскаленным. Ох. Здесь я очень часто обжигалась, поэтому будьте очень аккуратны. Это будет мешать, я немного его обрежу. Закрываем, отправляем. Ничего пока не уменьшаю, пусть будет так, как есть, 250, вы помните. 20 минут. Смотрим. Очень аккуратно. Супер. Теперь мы еще на 5 минут, чтобы он подрумянился. Обратно.
Посмотрите, какой у нас получился хлеб. Разрежем его и попробуем. Он почти остыл. Вот так, давайте разрежем. Это хрустящая корочка. Внутри он мягкий. Поет вам песни. Он очень вкусный. Да. Сейчас я прожую. Тебе дать? Будешь хрустеть за кадром. Вот такой хлеб у нас получился. Он очень вкусный, он очень полезный, он очень красивый. Порадует всех ваших близких. Пишите, если вам что-то непонятно в комментариях, я постараюсь ответить. И до скорых встреч. Пока-пока.